Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. В сегодняшнем видео я покажу, как выполнить вот такие сердечки в технике макраме. Для их выполнения нам понадобится всего лишь один узел, а именно репсовый узел. И именно с него я и предлагаю начать. Итак, я закрепила 6 нитей. И как вы видите, крайняя нить слева белая, а остальные нити красные. Белая нить будет идти горизонтально, и на ней будут располагаться узлы из красных нитей. Берем белую нить и рядом расположенную красную. Правой рукой придерживаем белую нить, а левой обводим красную нить вокруг указательного пальца правой руки. Через образовавшуюся петельку вытягиваем красную нить и затягиваем узелок. Это первая половина узла. Теперь выполняем вторую таким же образом. Держим правой рукой белую нить, а левой обводим красную вокруг указательного пальца правой руки. Белую нить располагайте горизонтально, так как именно в этом направлении будут идти узлы. Берем следующую красную нить и повторяем узел. Давайте выполним ряд из репсовых узлов. Вот что у нас получилось. Теперь выполним этот же узел в другую сторону. Узлы также будут расположены на белой нити. В этот раз удерживаем белую нить левой рукой, а правой обводим красную нить вокруг указательного пальца левой руки. Давайте выполним ряд до конца. Вот что у нас получилось. Теперь вы знаете, как выполняется репсовый узел, и мы можем приступить к выполнению сердечка. Для работы нам понадобится 11 нитей по 60 см и одна нить длиной 80 см. Возьмите длинную нить и расположите ее горизонтально. На этой нити у нас будут располагаться узелки. Она называется узелковая или ведущая нить. Возьмите одну из 60-сантиметровых нитей и сложите ее пополам. Закрепите более короткую нить на длинной. Таким же образом крепим вторую нить.
Подвиньте узелки так, чтобы правый конец длинной нити был по длине такой же, как нанизанные нити. Закрепите иголочками места крепления нитей. Итак, правая нить у нас короткая, а левая длинная, так как именно на ней будут располагаться узелки. Выполняем репсовые узелки слева направо. Берем еще одну нить и крепим ее на нашу узелковую нить. Теперь выполняем узелки справа налево. Добавляем еще одну нить и выполняем узелки слева направо. Затем, добавив еще одну нить, выполняем узелки справа налево. У нас получилась одна верхняя часть сердечка. Откладываем ее пока в сторону и симметрично выполняем вторую верхнюю часть. В этот раз у нас все нити одинаковой длины.
прошлый раз узелковая нить у нас была слева, а теперь она справа, и первый ряд мы делаем справа налево. Выполняем 4 ряда, как и в прошлый раз. Так как эта часть у нас симметричная, то в четвертом ряду узелковая нить у нас окажется справа. Возьмите первую половинку и закрепите ее слева от второй. Все нити у нас получились примерно одинаковой длины, кроме одной нити слева. Это будет наша узелковая нить. Вокруг нее мы продолжим делать узелки слева направо. В месте перехода от одной половинки ко второй ничего особенного делать не надо. Просто берем следующую нить для выполнения узелка, как будто у нас один элемент. Теперь в начале и в середине каждого ряда мы будем уменьшать количество нитей. Для этого берем две крайние нити и работаем ими, как будто это одна узелковая нить. Выполняем таким образом два узелка. Затем аккуратно отрезаем более короткую нить.
Когда с правой стороны у вас будет 10 нитей, нужно выполнить еще одно убавление. К узелковой нити добавляем еще одну нить и работаем ими как одной. Хорошо затяните узел и, если нужно, пододвиньте его пальцами к предыдущим узлам. Выполните еще один узел, а затем аккуратно отрежьте короткую нить. Так как мы делаем убавление, то работа начнет немного сгибаться посередине. Таким же образом выполняем следующий ряд, то есть убавляем одну нить в начале ряда, а затем одну нить посередине, когда у нас будет выполнено 10 узелков слева. В следующих двух рядах мы вновь делаем убавление в начале, а затем после первых 8 узелков. Затем в двух рядах убавление в начале и после первых 6 узлов. Теперь выполняем 7 рядов с убавлением только в начале ряда. В конце работы у нас должно остаться 5 ниточек. Можно просто завязать узелок или же сделать квадратный узел. Для этого берем крайнюю нить справа и кладем ее поверх остальных нитей.
крайнюю левую нить обводим вокруг правой и вытягиваем ее справа. Затем выполняем симметричный узел. Отрезаем лишние ниточки. Вот такое сердечко у нас получилось. Надеюсь, вам понравилось. Если да, буду рада вашим лайкам и комментариям. И напомню, что вы можете подписаться на мой канал и нажать звоночек, чтобы получать уведомления о новых видео.